священных писаниях есть два слова. One is Atma and another is Parama Atma. Одно из них это Атма, а второе это Парама Атма. So Atma means I am. Атма означает я есть. Я есть. That means what you call the soul. Это то, что мы называем душа. Paramatma means the spirit. Параматма означает дух. What the difference is? Какая разница между ними? This is what we call the soul, the I am of the individual. Атма это то, что мы называем я есть, то есть это атма индивидуальности. And this Paramatma is the I am in all. Параматма это то я есть, которое существует во всех. Единый. It is just like, for example, when you made a circle. Это, к примеру, если мы возьмем круг. So what is there around the circle is also Akasha only, the endless space. И то, что around. И то, что находится вне круга, это пространство. And within this circle also what is there? It is space. А что находится внутри круга, точно так же пространство. So this is the space within the circle, and that is the space outside the circle. То есть пространство существует как внутри этого круга, так и вовне его. So the space within the circle is like the soul. И пространство внутри круга это как душа. And the space outside the circle is spirit. А пространство вокруг этого круга это дух. So that is the relationship between soul and spirit. Такие взаимоотношения между душой и духом. То есть душа это то, что локализовано, ограничено нашим пространством, а дух это та же субстанция, которая существует везде. So it is the same, but это то же самое. Every one of the beings we experience. Но каждый из нас, каждое существо we experience it in ourselves это as our individual. Как свою индивидуальность. But then, when we realize that it is the same. Но тогда, когда мы реализовали или поняли, что это то же самое, then we experience it as the one, the oneness that is the spirit. Тогда мы понимаем это как единство. So what we receive from the sun or the Surya, значит, то, что мы получаем от Солнца или от Сурья, that is the Atma, that is what our soul. Это то, что называется Атма или наша душа. That is what we receive from the sun. So the sun is the Lord. He governs our Atma. Поэтому Солнце это Бог, Создатель, Владыка, который управляет нашей душой. So soul is the highest form of our existence. И душа является высшей формой, the highest form of existence. Это высшая форма нашего существования. So body and the mind, then the soul. У нас есть тело, у нас есть ум, и у нас есть душа. So that is why symbolically that is said that we are that. That is that. Это символически выражается фразой «Я есть то». Я есть то.
So the spirit is the center that exists everywhere. Дух — это центр, который существует везде. Everywhere in the space. Везде в пространстве. The first day when we started, so center everywhere. Это то, что я говорил Пифагор, что центр, он везде. So when a center is manifested at a particular place, И когда центр появляется в определенном месте, so that is the manifestation of the form. это означает проявление формы. Как только центр появляется в определенном месте, это означает проявление формы. So our body, our form, Таким образом, наше тело, наша форма, that has formed as a cover around the space inside. There is a space inside, то есть это пространство внутри, and our body is like a cover around this space, inside space. и наше тело — это то, что оборачивает это пространство, ограничивает это пространство. And that is Оборачивает. the space inside. И поэтому пространство внутри — That is also akasha, это также акаша, but that akasha, which is the space inside our center, и та акаша, то пространство, которое внутри нас, that is what is called Dahara Akasha. называется Дхара Акаша. So, our structure, our form, our body, Таким образом, наша структура, наша форма, наше тело, it is all formed, but it is only Akasha. You see, there are это всего лишь пространство. in all these tissues and all these, ultimately there are atoms only, and within the atom also there is Akasha. Все эти, значит, все ткани, которые сформированы, наши атомы, это также акаша. Поэтому внутри у нас только акаша, Space. пространство. So therefore, Все эти ткани сформированы из атомов, которые в свою очередь тоже являются пространством. Поэтому внутри у нас только пространство. so space or Akasha is a potential principle. И поэтому пространство или акаша является потенциальным принципом. Only the people who have no understanding, they think that Akasha or the space is void, empty space, empty, И void. только люди невежественные, они считают, что акаша — это пустое пространство, что там ничего нет. But space or Akasha is not a void. Но пространство — это не пустота. Master used to make a joke that Учитель шутил по этому поводу. void will be there only for in the inside the head of the fellow who thinks it is a void. Пустота Vacuum. существует в Void or голове vacuum. того, кто думает, что это пустота. Еще раз скажите. Пустота существует только в голове того, кто думает, что это пустота. Space is not at all a vacuum. То есть пространство, космос — это вообще не вакуум. That is why it is called Purnam. Поэтому он There are- называется Пурнам. There are, Fullness. Hmm? Fullness, Fullness. not There are- nilness. there are two terms. Есть два выражения. Purnam Пурнам and other is Sunyam. и второе Суньям. Sunyam is void. Суньям означает пустота, Purnam means full. а Пурнам — это полнота.
Therefore, there is a formula given in Vedic mantra. Поэтому есть формула, данная в ведической мантре. This also many people know. Purnamada, Purnamidam, Purnat, Purnamudatyate. Известно многим, ну вот какие произносят. That means the meaning of this mantra is. И значение этой мантры. This is what you call this is Purnam. That means it is full. И то, что вы называете это полнота. What you call that is also full. То, что вы называете то, это тоже полнота. And therefore, what you see this as full, this has come from that, what you call that. И то, что вы называете это является тем. And when you take out some part of this fullness, the remainder is also fullness. И когда вы берете часть этой полноты, полнота все равно остается. To represent this, you make one zero. You make a zero. К примеру, есть 0. And subtract 1 0 from the 0. И отнимите 0 от нуля. The remainder is 0. В конце будет все равно 0. So generally, разница будет 0. When we think of 0, we think that 0 means nothingness. И обычно, когда мы думаем о нуле, мы думаем, что 0 это пустота. Then, if 0 is nothingness, how the space is represented as a 0? Если 0 это ничего, как космос может быть представлен как 0? Как нам пространство этот 0, как бы, почему в пространстве мы имеем этот 0? Если 0 это пустота, почему? Пространство как выражается мы можем, 0. да, вот как бы размышлять об этом, как о нуле. So, that is why 0 is Поэтому 0 the source from which all the numbers emerge and all the numbers merge. Поэтому 0 является тем, из чего все числа выходят и куда все числа возвращаются. И то, в чем все числа растворяются. So our real existence is Поэтому наше реальное существование это with the space inside which we call the spirit. Это пространство внутри, которое мы называем духом или душой. Or which we call I am. И то, что мы называем я есть. That is why we have to say I am the soul, not I have the soul. Поэтому мы должны говорить, что я есть душа, а не у меня есть душа. So, sun is the source of, that means sun is the place of the birth of our soul. Солнце является источником нашей души в том смысле, что Солнце это место, где рождается наша душа. Then our mind, our manas is coming from our moon. Также наш ум, наш манас, он рождается от Луны. Like moon or from moon? Moon, from moon. From moon, от Луны. And then the physical matter of our body И физическое вещество нашего тела is supplied from the minerals of our earth planet. формируется из минеральных веществ нашей планеты. So it is made of the minerals, the water, etc. Из минералов, воды и тому подобное. So it makes the biochemistry of our body. Это формирует биохимию нашего тела. So the I am, the mind and the body, these are the three principles. И я есть тело и I am body and I am is the solar principle. body. То есть Solar principle, я есть, то есть the душа, lunar principle ум, and earth principle. ум и тело отражают три принципа: солнечный, лунный и земной. So
through the whole of the solar system, И через всю Солнечную систему the sun is the stable center. The sun is the stable center. и во всей Солнечной системе Солнце является стабилизирующим центром. When you take the whole of the solar system, because sun is the center of the solar system, so sun is the stable center relatively, once again. Если рассматривать всю Солнечную систему, то Солнце, которое является его центром, является стабилизирующим центром для всей Солнечной системы. Because all the planets, including our Earth, Поскольку they все keep планеты, on going включая around the Землю, sun. они вращаются вокруг Солнца, So always the center is the stable principle and the circumference is поэтому центр это всегда Warming around. стабилизирующий принцип, а периферия, она кружит вокруг, вращается вокруг. But then our sun, the sun of our solar system, can we say he is absolutely stable? Тогда можем ли мы сказать, что Солнце, центр нашей Солнечной системы, он абсолютно стабилен, спокоен? So he is also not absolutely stable Он не является, конечно, абсолютно стабильным. because he is also with all the solar system, including all the planets and Earth, he is going around another bigger sun continuously. Поскольку он вместе со всеми своими планетами, которые вращаются вокруг него, в свою очередь вращается вокруг другого, большего Солнца. So all this illumination or all this energy И вся эта энергия, все это излучение, which is filled in the space of the solar system, которое наполняет все пространство Солнечной системы, is received through our sun. Мы получаем через наше Солнце. Through the activity of our sun going around the bigger sun. Вследствие того, что наше Солнце вращается вокруг своего большего Солнца. So like this there are 12 suns or 12 solar systems. И вместе с нашим Солнцем существует 12 солнечных систем. These 12 solar systems, they go around another very big Эти system, very big 12 center. солнечных систем, включая нашу Солнечную систему, вращаются вокруг другого очень большого Солнца. Like that there are groups of 12 suns going around a bigger center. И существует группа 12 Солнц, вращающихся вокруг этого центра, единого для них. In each group of these 12, И в каждой группе из этих 12 there are always 7 masters and 5 disciples. всегда есть 7 учителей и 5 учеников. These 7 masters are the 7 highly evolved solar systems. И эти 7 учителей – это высокоразвитые солнечные системы. And the other 5 are less evolved solar systems. А другие 5 – это менее развитые солнечные системы. So the 7 master solar systems, 7 учителей солнечной системы, which are the members of the 7 members of the Great Bear, которые являются 7 звездами Большой Медведицы, they are constantly working for our solar system by sending their light. постоянно работают для нашей Солнечной системы, непрерывно излучая ей свет. So our sun receives their teachings of wisdom Their teaching. И наше teaching. Солнце because he is a disciple. получает от них учение мудрости.
So how we have to understand our sun? Our sun is also a planet like our Earth where beings are there. И как мы можем понимать нашу Солнечную систему, на которой тоже существуют существа? Because many people think that since sun is so hot, it is not possible that life can exist. Потому что многие считают, что поскольку Солнце настолько горячее, невозможно существование жизни там, существ. If life does not exist on the sun, life cannot be supplied to us also. We cannot exist also if sun is. Поскольку если бы не было жизни на Земле, не было бы жизни и Не было жизни на Солнце, не было бы если бы не было жизни на Солнце, то невозможно была бы жизнь и на нашей планете. So that means there are beings that exist in the sun also. Это означает, что есть существа, которые существуют также и на Солнце. But the problem is, if we think the beings existing in moon or in sun or in Mars, if we think in terms of our bodies, then we cannot understand. И если мы будем думать, размышлять о том, что существа должны существовать на Луне, на планете или на Солнце в нашем понимании, как мы понимаем формы жизни, то их, конечно, там невозможно обнаружить. И это большой блок, большое препятствие в умах наших современных ученых. Our scientists are trying to send our rockets and all these things into Наши ученые отправляют ракеты, разные аппараты на различные планеты, чтобы найти там таких же существ, как мы с вами. It is foolish. They don't have this understanding of consciousness. И это очень глупо, потому что они не понимают, что такое сознание. Because the beings of every planet are made up of the substance at the level of consciousness of that planet. Поскольку существа любой планеты, они создаются из формах, соответствующих сознанию этой планеты. You know, when the beings on this earth itself, we are all not alike. You know, there are beings who are white, who are brown, who are black. We are in different colors and different types. Даже на нашей планете люди отличаются по цвету кожи, там, по другим каким-то отличиям. So therefore, we have to understand that Поэтому нам надо понять, the beings of any planet, что существа любой планеты, their bodies are made up of the conscious level of that planet, the frequency of that planet. Их тела создаются в соответствии с частотой сознания их планет. Because of this, и вследствие этого the beings of one planet cannot physically see the beings of other planet, because they are in different frequencies. Существа одной планеты не могут физически видеть существ другой планеты, поскольку они существуют на разных частотах. So this is not still understood by these scientists. That is why they are trying to find with physical bodies like us how it is possible. Сегодня непонятно нашим современным ученым, и поэтому они пытаются искать формы жизни, такие, как могут быть только на Земле. That is why they made conclusions that there is no life on moon like that. Because they could not. К заключению, что на Луне нет жизни или еще где-то. They simply traveled through the space with the spaceship and landed on the moon, and then they have searched for any life is there, the structure is there. They don't find anything. Луну, опускаются на аппаратах и начинают искать такие же формы, которых могут быть на Земле. And they
they immediately made a statement that there are no beings, there is no life on И moon. немедленно делают вывод, что нет жизни, нет никаких форм жизни на Земле, на Луне. You know, the fact is, Фактически, before the formation of our earth, прежде чем формирование нашей Земли, the present moon was the earth before our earth. современная Луна была Землей. So, the earth, before the existence of our earth, is promoted as moon when our earth started to come into existence. Еще раз, и наша Земля выполняла роль Луны, я правильно понимаю? Нет. Луна, ну вот, фактически выполняла функции нашей Земли. Земли, да. Promoted. Promoted, что ли? Ну, Uplift. продвижение. This is not yet known at all by our scientists. И об этом современные ученые вообще не знают ничего. You know, when the embryo, Вы знаете, что when когда we эмбрион, are in the womb of the mother, developing, когда мы развиваемся в утробе матери, so from the astrological point of astrological observation, и с точки зрения астрологической точки исследования, да, наблюдения этого процесса, we have two phases. One is prenatal phase before we come out of the womb of the mother, and then natal phase. То есть у нас существует две фазы. Пренатальное развитие, когда ребенок находится в утробе матери, и уже ну, вот, рожденный ребенок. То есть процесс имеет две фазы: перинатальный, внутриутробный период развития, и потом, значит, после рождения. So when you make a prenatal chart, for example, Если вы сделаете перинатальную карту, Да, гороскоп, horoscope, then the ascendant in the prenatal chart, и асцендент пренатального гороскопа, that will become the moon in the natal chart. будет асцендент пренатального гороскопа, Будет будет луной луной уже рожденного ребенка. рожденного человека. Интересно. And the question from astrologer. Yes. What date of should we take to make prenatal chart? Because how to answer this question? Yes. You know, this can be possible when the parents exactly know when was this moment that is the starting point of this fertilization, and that can be known for those parents who live according to these cosmic laws. But for those parents who live only for sexuality, and for them only the children, the birth of the child is like a byproduct of sexuality, they cannot know this. Это может быть... Давай перейду. Это возможно только у тех родителей, которые живут на космическом сознании, уровне сознания, и точно знают момент оплодотворения. Because Поскольку все другие... у остальных, у всех как бы дети это побочный эффект сексуальности. Because to get a child is explained as a holy ritual. Поскольку ну, вот, иметь ребенка, зачатие ребенка, это священный ритуал. There is a procedure with, just like other Vedic rituals, there is a procedure, and in this